Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Мы находимся у северных дверей нашей теплицы из поликарбоната. И здесь были посажены два томата, два новых гибрида, которые мне подарили. Ну и вот уже можно о них поговорить. Я их специально посадила здесь, для того, чтобы увидеть, как они выдерживают вот с северной стороны. И дверь, вот здесь у нас дверь, как они выдержали натиск вот этой прохлады. Ну, мы, естественно, их прикрывали с этой стороны пленкой. Но вот, смотрите, это, познакомьтесь, это два новых сорта, два новых гибрида томатов. Первый, вот он такой, это Сара F1. Ну, он больше мне напоминает томаты воловое сердце, потому что вот как сердце, такая форма. Это французская фирма Close. Интересный, индетерминантный, высокорослый. И, кстати, как и все остальные наши томаты, он тоже, первые томаты созрели на 63-й день после высадки в рассадке. Ну и получается, что по описанию оно соответствует 100 дней с момента всходов. Вот такие вот томаты. Вот необычная форма. Интересная. Мы разрежем и покажем, что внутри, чуть-чуть позже. Вот это ребристость и носик, вот такой особый вид дают. И очень интересный. Ну вот что я изучила этот томат. Сначала получила подарок. Ну, естественно, две семечки таких, и две я потом покажу, что в другой теплице. Там вообще очень интересные испытания с ним происходили. И происходит дальше. Я хочу понять все про этот томат до конца. Ну и, естественно, разные условия я им создаю. Так вот, очень интересна характеристика. Я всегда в первую очередь изучаю, насколько устойчив против различных заболеваний, против вирусов. Потому что сейчас бич, как будто бы хороший томат посеял, посадил, вначале все растет, а потом раз и кладоспориоз поразил или вершинная гниль уничтожила тоже плоды. Так вот, этот томат очень интересен тем, что он устойчив к вирусу табачной мозаики, к вертицеллезному увяданию, к фузариозу, к нематоде. Кстати, вершинная гниль его не взяла. Никаких признаков не было по вершинной гнили. И устойчив к ладоспориозу. Вот такие интересные, интересный гибрид создан селекционерами Франции. Молодцы. Ну вот мы его сеяли, как и все, эти таблеточки. Но этот посев был у нас 17 марта. И потом я пересадила в горшочки маленькие, и перевалка была пол-литровый горшочек. И затем высадка в грунт. Здесь, рядышком с томатом Сара, еще один новый гибрид. Это Панамера, тоже французская фирма Клосс. Видимо, наш коллега, который подарил, он заинтересовался этой фирмой. Ну, вот смотрите, они очень красивые. Вот они у нас такие. Вот в характеристике написано, что они имеют короткое междуузлие. Не сказала бы. Возможно, тут просто такая ситуация, что возле двери, и это северная сторона, видите, дальше там томаты, поэтому затенение было, возможно, из-за того, что вот такие условия, он вытягивается. Ну и при вот высокой температуре, вот этих резких перепадах, он практически ничего не вязал. Сейчас мы поднимем. Дальше, вот смотрите, по одному помидорчику. Ну, сейчас пошли тоже завязи, стало попрохладнее, и этот томат начал вязать плоды. Ну, чем, снова же, я изучила этот томат, и прежде чем выращивать и будем пробовать, тоже рассмотрим плод внутри, я снова же смотрю на устойчивость растения к разным и температурным условиям, и заболеваниям. Так вот, написано, что он устойчив к растрескиванию. Вот смотрите, действительно не потрескался, но пятнышко вот такое, был резкий перепад у нас с влагой, и вот у него пятнышко только, но не растрескался. Хотя рядышком, смотрите, Сара вся растресканная. Вот так. Что еще очень важно? Устойчиво к ладоспориозу.
Это тоже бич сейчас на томатных плантациях. К вирусу, устойчив к вирусу табачной мозаики, к вертицеллезному увяданию, фузариозному увяданию, к нематоде. Ну вот, с температурами тоже в начальной стадии к холоду, а вот жаркость, ну, видимо, тень, не показал он себя в том разрезе, который дается в характеристике. Ну и мы, изучая вот эти томаты, пришли к выводу, что плотные, долго хранятся, это соответствует. А сейчас я соберу эти томаты, плоды, и мы разрежем и покажем, что они внутри имеют. Но прежде всего мы пойдем еще в другую теплицу, где я по одному растению посадила вот этих томатов. Вот, вот они такие. Вот она, Панамера. Конечно, розовый, красивый. Собираем. Вот такая Панамера. И, ну что ж, возьмем. Ой, они огромные, вот эти Сара. Ой, какая она большая. Ну, вот берешь в руки, Сара получается. Ой, мы сейчас гроздочку такие сорвем. Вот, смотрите, какая гроздь. Шикарная. Не надо его вот все-таки такая срезать. Сара. Огромные томаты. Ну, взвесим, узнаем, сколько граммов. И вот таких томатов уже мы собрали. Было где-то 3 очень крупных. Первые. Ну, а вот Сара. Здесь очень мало томатов, но здесь тень. Моя задача была выяснить, как они себя будут чувствовать в тени, как они выдержат вот в этой теплице. Ну вот видите, 2 томата шикарных, завязано 3 томата. Ну и дальше тоже есть завязи. И рядышком они здесь дружат с бахчой. Ну и он не только с одной стороны с бахчевыми, с арбузами, но и с этой стороны у нас дыни. То есть у нас затенение тут полное. В тени, когда еще солнце было, поступало, тогда они завязали плоды. В тени, конечно, они не растут. Впрочем, и другие тоже. Здесь же и есть Панамера, но они очень маленькие, несколько томатиков. Они менее устойчивы к таким сложным условиям. Вот. Вот такой у нас здесь томат с именем таким красивым Сара. Да, Сара более устойчивый, и после проб на вкус мы будем определяться, будем ли мы его. Итак, мы взяли эти томатики, собрали. Вот таких у нас уже было 3 штуки собрано. Смотрим на вес. 486 граммов. То есть они спокойно до полкилограмма достигают. Вот это такая вот Сара у нас красивая. Ну а теперь разрежем. Хочу перед вами разрезать и показать, какие они внутри. Смотрите, мякоть очень красивая. Не очень много вот этого зеленого вырезаем. Вот. Вот смотрите, какие. Как арбузик. И семян очень мало. Вот смотрите. Кстати, очень вкусный томат. Смотрите, какая красота. Семенные камеры, их почти нету, они отсутствуют. Сейчас еще так разрежу. Вот смотрите, что у нас тут. Их почти нету, семенных камер. Вы знаете, я думаю, что этот помидор следует взять в будущее в нашу теплицу тоже. Вот так. Ну, это у нас была Сара. Теперь мы посмотрим на томат Панамера. Розовый томат. Ставим на весы. 223 грамма. Ну, а теперь будем резать его. Ну, сразу скажу, что он вот плотный. Аж звенит, видите? Вот. С трудом режется. Ну, вот это мне не очень нравится. Очень много семян, смотрите. Очень много. Вот. Видите, что творится? То есть у нас вес в основном идет на семена. По вкусу посредственный томат. Наши все розовые, фенда, мейшуай, очень сладкие, медовые. Я бы этот в будущее не брала.
и не будем его брать. Хорошо, что испытали. Из этих двух томатов, но новых, в будущее будем брать вот этот. Великолепный томат и по вкусу очень вкусный. Еще раз проверила. Да, разницу, извините, что жую, но просто я вам уже хочу четко объяснить, почему я буду брать этот томат в следующий период своей работы в теплице с томатами, потому что он действительно мякоть, вкус, тоже, как и остальные томаты, у нас Белфорд, Фенда, Фэншуй, ой, Мэйшуй, почти что Фэншуй, Мэйшуй очень вкусные и сладкие, и у них на 60-й, 65-й день идет созревание после высадки рассады. Они практически, это среднеранние сорта, и очень удобно их выращивать, они почти практически вместе все созревают. Ну что ж, я сегодня с Александром вам рассказала и показала наши томаты, новые томаты, которые мы получили в подарок от нашего коллеги Юрия. Вот, и благодарим его за этот подарок, потому что вот этот томат Сара достоин внимания и достоин того, чтобы выращивать, из-за того, что вкусный, хороший и обязательно устойчивость против ряда заболеваний. Мы уже об этом вам говорили. Сейчас бич начинают созревать томаты, и вот эти все заболевания, которые я называла, все вирусные, просто-напросто косят все растения. Поэтому выбираем вот такие гибриды, которые устойчивы к заболеваниям, которые выдерживают высокие температуры, вот эти пониженные в начале температуры, и дают хороший урожай. Всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео.